Добрый день. Это Таро-прогноз для тех, кто считает себя Козерогом. Если у вас Солнце в знаке зодиака Козерог, асцендент, стелиум планет в Козероге или в 10-м секторе гороскопа, то это расклад на сентябрь 2023 года специально для вас. Я достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Что ждет Козерога в сентябре 2023 года? У меня в руках колода карт Символон, и здесь еще на столе оракул Moonology. Мы тоже возьмем совет для Козерогов. Итак, первый сектор – партнерские взаимоотношения, и это ваш сектор. Вы, Козероги, вами управляет Сатурн в Козероге, да, или как сказать, Козерогами управляет планета Сатурн, да, поэтому часто такое бывает в жизни у Козерогов, что вы поздно выходите замуж, либо женитесь, либо рано наоборот, и эта связь, ваш союз с вашим партнером может быть всю жизнь. То есть Козероги одни из самых частых людей, которые создают себе союз в раннем возрасте. Ваша мудрость относительно отношений, да, она может достигать какого-то пика. Вы, может быть, ищете себе партнера, который похож на вашего отца, деда, который как-то связан с вашими моральными представлениями о том, какая должна быть семья, какой должен быть союз. Но также эта карта может и показывать какие-то отрицательные стороны вашего характера, например, как чрезмерная холодность по отношению к вашему мужу либо жене, чрезмерная вот эта назидательность, поучение, что вы знаете все, как надо жить, что вы как бы вот как ворчливый старик или старушка, да, постоянно себя ведете, критикуете, может быть, излишне партнера. Если, например, вы еще не замужем, то у вас есть возможность познакомиться с человеком, который будет похож на вас, у которого будет сильно развита стихия Земли в гороскопе. Не обязательно он будет Козерогом конкретно, может быть, это будет Телец или Дева, или у него тоже будет как-то стелиум планет в 10-м доме. Может быть, вы познакомитесь на работе. Может быть, наоборот, это карта у кого-то охлаждения отношений вплоть до развода, потому что вы как бы, ну, для вас тяжело быть с кем-то, с партнером. Вы хотите тратить много энергии на другие дела. В частности, у Козерога это может быть работа, да, или какое-то саморазвитие. И партнер слишком ограничивает вас. Поэтому вы решаете даже, ну, кто-то решается быть один какое-то время, да, заниматься чем-то, чем вам нужно. Но в любом случае это какое-то продвижение, потому что Сатурн, Козерог — это всегда ступень вверх, это какая-то четкая цель относительно ваших партнерских отношений, какие-то вот обеты, которые вы даете. И если вы, например, в сентябре решаете связать себя каким-то договором, либо законным браком, то, конечно, это лучше делать в конце сентября, чтобы Венера была уже не в ретро-движении. Если же это раньше, например, у вас брак, союз заключается, то это может быть, вы решаете вернуться к прежнему своему партнеру. Мы сейчас еще будем открывать, конечно, другие карты, чтобы прояснить эту ситуацию, но это довольно мощная карта в секторе партнерства. Это когда партнер вас с большой разницей в возрасте, либо старше, либо моложе. И это союз на века. Вот что я хотела сказать, что если в сентябре вы заключаете союз с кем-то, то это может быть очень серьезное, долговечное сотрудничество, либо брак. Но давайте откроем другие карты, чтобы прояснить ситуацию, что здесь может быть еще. Второй сектор финансов, интимной жизни, и здесь король. Карта как-то, мне кажется, даже повторяется, потому что даже здесь, видите, корона нарисована. Корона. То есть вы будете очень эгоистичны, Козероги. Вы будете тратить деньги на себя, либо ваши заработки достигнут такого успеха, что вы будете, зазнаетесь, будете восседать как король на троне, и это, конечно, придаст вам
большую уверенность, даже самоуверенность, уважение и повысит вашу самооценку в первую очередь в ваших самих глазах. Но не забывайте о том, что вы можете быть чрезмерно эгоистичны, чрезмерно ворчливы и поучительны для других людей. Вы будете считать, что вы можете приказывать другим, да, что вы такой уважаемый человек. Но, может быть, это и по заслугам, может быть, вы действительно шли долго к тому, чтобы наконец-то получить эту работу, эту должность, чтобы наконец-то доказать себе, чего вы стоите. Это, конечно, прибавление денег, статуса. Если же вы, например, не занимаетесь никакой такой деятельностью, то это может быть ваш уважаемый партнер. И по этой, и по той карте вы можете связать себя в узме брака с каким-то обеспеченным человеком, и таким образом он тоже повысит вашу самооценку. И у вас будет здесь не только финансовая стабильность, но и интимные отношения тоже, как-то вот ваши внутренние страхи, вы расслабитесь, у вас будет прекрасная интимная жизнь. И если вы мужчина, вы будете ощущать себя просто королем в этих отношениях. Но если женщина, вы будете гордиться вашим мужчиной. Что еще могут нам сказать карты? 3-й, 9-й сектор общения, каких-то поездок, перемещений. Здесь мы видим как раз-таки, как один человек покидает деревню, да, прощается со своим соседом, другом. Причем мы видим, он взял с собой только узелок, в то время как другой человек, похожий на него в таких же одеждах, да, такого же, скажем, социального класса, он везет целый воз каких-то припасов. Ну, что здесь может быть? Это какие-то новые люди, новая информация, новые знания, на которые вы решаетесь в будущем, решитесь в сентябре, да. Может быть, вы чувствуете, что то место, где вы жили уже, не приносит вам радости, и по каким-то причинам, даже несмотря на то, что что-то вам придется оставить, да, вы идете вперед к новым берегам, вы что-то хотите новое для себя открыть, но вы видите в этом какую-то четкую цель, возможно, только вам понятную. Вот вы видите, здесь человек идет вперед, а тот человек, который возвращается в город, да, например, там мы видим гроза над городом. То есть как будто бы вы обладаете каким-то чутьем, вы знаете, что сейчас вот именно так надо сделать и уйти от этого человека, от этой ситуации, или, например, продать это транспортное средство именно сейчас, потому что у вас есть чувство, вот какое-то третье чувство, которое подсказывает вам, что не надо бояться, это как гамбит, да, отдать меньше, чтобы в итоге получить больше. Ну и просто, возможно, вот вы, не знаю, решаетесь на что-то новое. Это может быть как в учебе, так и в работе. Например, вы учились на одном факультете в университете, да, и вдруг, несмотря на то, что вы уже проучились 3 года, вы решаетесь перейти на другой. Ну и вот так может быть относительно многих вещей. Вы как будто бы готовы к новым знакомствам, к новым странам, к путешествиям. Может быть, вы действительно хотите что-то поменять вашу локацию, насиженное место. Так, а что здесь у нас? 4-й, 10-й сектор. Тоже хорошая карта. Это такая двойная день и ночь, социальная как бы жизнь и ваша внутренняя жизнь. И вот здесь вы можете быть на виду, там, как начальник, допустим, если вы работаете с людьми. Вы можете казаться таким ярким, веселым, солнечным человеком. Но на самом деле глубоко внутри, здесь у нас Луна в Раке, у вас есть какие-то страхи, переживания, может быть, еще связанные с вашей детской, юношеской жизнью, с вашей семьей, да, или, например, дома вы такой чуткий, заботливый семьянин, а на работе вы такой яркий, активный начальник, да, тут не важно, кто мужчина или женщина. И вы умело совмещаете дом и работу. Просто удивительно, козероги. Да, делаю гороскопы для других людей. Это всегда проблема у козерогов совместить дом и работу. А здесь в сентябре к вам, видимо, придет какая-то особая мудрость, и вы сможете это сделать. Вы поймете, что действительно вы можете играть эту роль успешно. Вы можете быть начальником на работе и заботливым семьянином или заботливой мамой дома.
Так, а что скажет 5-й, 11-й сектор? Мгм. И вот здесь опять же у вас вот эта двойственность какая-то, да, может быть, именно в сентябре что-то такое произойдет, что вы поймете, что вы, например, мало внимания уделяли своим детям из-за работы, да, вы каетесь из-за этого, или вы мало уделяли внимания своим хобби, какой-то социальной жизни, и тоже сейчас вот у вас будет это понимание, либо вы, может быть, осуждаете каких-то людей из вашего социального круга, окружения, и в том числе и ваших детей, то, что они, например, слишком много философствуют, да, у них там своя теория, своя религия, а работать никто не хочет, да, вот козероги могут ворчать вот в таком ключе тоже. Вот этот труд по козерогу, он непроста. Козероги — это те столбы нашего общества, на которых держится вообще все. Вот это постоянство, само по себе постоянство. Может быть, этому человеку и каяться-то не в чем, да, потому что он трудится, он живет, как он может. И вот здесь вот какие-то такие мысли, я не знаю, что это будет, связано у вас с 5-12 домом, сектор общественности. Может, будете обсуждать что-то с другими людьми. Может быть, будете как-то вообще задуматься о том, что вы работали всегда на кого-то, а здесь вам захочется делать свой бизнес. Потому что по Юпитер в Стрельце это часто может быть что-то связано со своим личным бизнесом, либо вообще переход в другую сферу работы даже. И вообще, вот судя по этим картам, я смотрю, что вы много будете позволять себе делать то, что вы давно хотели, но из-за работы или из-за каких-то других обязательств вы не могли. Самый главный сектор 6-12. О, это чаша Грааля. Но это какая-то определенная удача на духовном, подсознательном уровне. Это как рука судьбы, как чаша судьбы. Здесь мы опять видим вот эта корона какая-то, да, здесь уже 3 раза у нас такой образ короны вставал. Вот здесь вот в первом секторе мы видели корону. Потом король у нас выходил, и здесь опять чаша Грааля. Ну, что я могу сказать? Это, конечно, какая-то удача, развитие интуиции, осознание того, куда вы идете. У вас будет внутренний покой в душе. Может быть, вы действительно исповедуетесь, может быть, вы углубитесь в религию, в медитацию, в какие-то такие духовные практики. И вас все больше и больше будет волновать эта тема. Кстати, хочу сказать, что сейчас ваша планета, Сатурн, идет в знаке зодиака Рыб. Рыбы — это как раз вот этот 6-12 сектор водной стихии, да, больших морских каких-то глубин и вод. Может быть, вы увлечетесь чем-то связанным с водой. Может быть, кто-то здесь, если вы работаете в медицине, в науке, в каких-то таких профессиях, связанных с оказанием услуг, с казенными домами, скажем так, даже тайными какими-то организациями. Здесь тоже вас ждет успех в выборе этой профессии, либо продвижение какой-то в этой профессии. Так что интересно, очень много такого карт, которые показывают вам, что вы как бы на каком-то переломе между, да, что меняется ваша жизнь. Но, кстати, это не удивительно, наверное, опять же, потому что ведь из знака зодиака Козерога уходит планета Плутон. Она окончательно выйдет из вашего знака, по-моему, в 24 или 25 году, но она уже на перепутье, поэтому у многих козерогов жизнь меняется и легче становится жить. 2 карты из колоды Мунолоджи — это полная луна в раке и луна без курса. Полная луна в раке, она здесь может быть отнесена к вот этой карте. Здесь какие-то семейные ценности, прибавление, может быть, в семье, какие-то семейные встречи, ремонты, даже дела между, допустим, вашими родителями или вашим супругом, связанные с недвижимостью, приобретение, продажа, вот, да, все вокруг этого. Поэтому какая-то ситуация достигает пика, но это благоприятно, потому что вы достигнете тех результатов, которые вы уже хотели. И луна без курса вот здесь
говорится о том, что, возможно, в сентябре еще не нужно начинать кардинально новых дел. Лучше завершать все старое, да, лучше завершать все старое, ничего нового не начинать или, ну, как сказать, если только продолжать, да, потому что, видите, Луна без курса — это как бы много энергии вы можете потратить на то, что не принесет вам результатов. Поэтому лучше работайте с тем, что есть. И тут полная Луна в Раке, как раз это по полнолунию проясняются какие-то другие моменты. Вот такой интересный расклад для вас, Козероги. Я желаю вам успехов в работе и в личной жизни. Вы на верном пути, вы начинаете думать по-другому, у вас полностью меняется сознание, это определенно. И вот в сентябре вы как раз ощутите это больше, наверное, чем в какой-либо другой месяц. Но оставайтесь со мной, ставьте лайки, подписывайтесь, и до встречи на моих новых каналах. Ой, простите, и до встречи на моих новых видео для вас, Козероги. Всем пока!